Им закрывали двери. Над ними сомневались. Их мечту называли невозможной. Но именно эти будущие суперзвезды заставили крупнейшие агентства пожалеть о своем отказе. Кто они? Сейчас вы узнаете их невероятные истории. Поехали! IU. История этой певицы – настоящий пример нечеловеческой стойкости. Прежде чем стать главной сольной исполнительницей Южной Кореи, Ли Чи Ин прошла через настоящий ад отказов. В самом начале своего пути она приняла участие более чем в 20 прослушиваниях различных музыкальных агентств. И абсолютно везде слышала одно и то же сухое «нет». Среди тех, кто указал ей на дверь, была и знаменитая компания JYP Entertainment. Позже основатель этого агентства, Пак Чин Йон, с юмором и огромным сожалением признавался в интервью, что готов уволить того сотрудника, который когда-то не разглядел талант в молодой девушке. Кроме того, во время поиска своего места в шоу-бизнесе IU даже стала жертвой мошенников, которые забрали ее последние деньги, обещая продвижение и эфиры на телевидении. Но юная артистка не опустила руки. В итоге ее приняла компания Loen Entertainment, где оценили уникальный бархатный тембр и редкий музыкальный слух. Сегодня IU – национальная гордость страны. Ее альбомы моментально возглавляют мировые чарты, а билеты на стадионные концерты раскупаются за считанные секунды. История этой девушки доказала всей индустрии, что десятки отказов – это не приговор, а всего лишь сложная дорога к настоящему величию. Чимин из BTS. Трудно поверить, но главный танцор и один из самых узнаваемых голосов планеты мог никогда не дебютировать в составе BTS. Когда Пак Чимин пришел в компанию Big Hit Entertainment, за его плечами была мощная база современного танца и модерна. По словам самого Чимина, во время стажировки его около 8 раз могли исключить из проекта. Многие сотрудники компании сомневались, что танцор современного танца сможет адаптироваться к стилю айдол-группы. Однако благодаря упорным тренировкам и постоянной работе над собой он сумел доказать, что достоин места в BTS. Сегодня без его уникального вокала и завораживающего пластичного танца просто невозможно представить BTS. Чимин доказал, что если верить в себя и работать больше всех, то даже самые скептически настроенные эксперты признают твою правоту. Rain. История Чон Джи Хуна, более известного под псевдонимом Rain, это классический сюжет о победе таланта над жесткими стереотипами. В начале 2000-х годов южнокорейская музыкальная индустрия была строго сосредоточена на идеальной, почти кукольной внешности артистов. Молодой и амбициозный Чон Джи Хун прошел более 18 прослушиваний в самых разных агентствах. На каждом из них сценарий и репетинг практически дословно. Продюсеры хвалили его вокал и восхищались пластикой, но затем прямо в лицо говорили, что он слишком некрасив для сцены. Главной причиной отказа называли отсутствие двойного века, что в то время считалось обязательным стандартом красоты. Лишь 19-е прослушивание изменило все. Основатель JYP Пак Чин Йон разглядел в глазах парня не просто талант, а отчаянную жажду победы и готовность работать до седьмого пота. Став соло-артистом, Rain тренировался по 12 часов в сутки, доводя свои выступления до абсолютного совершенства. В итоге он не просто пробился на сцену, а буквально произвел революцию в К-поп-индустрии второго поколения. Rain стал первым корейским артистом, покорившим всю Азию, а затем и Голливуд, доказав всему миру, что харизма и трудолюбие намного важнее стандартных шаблонов красоты. J-Hope из BTS. До того, как стать главным хореографом и рэпером в самой популярной группе мира, Чон Хасоп прошел через горькое разочарование. В юности он жил в городе Кванджу и уже был известен в узких кругах как невероятно талантливый уличный танцор. Желая выйти на профессиональный уровень, Хасок отправился на масштабное прослушивание в крупную компанию JYP Entertainment. Он выложился на максимум, показав все, на что способен, но судьи не увидели в нем перспективной звезды и ответили отказом. Для молодого парня это был серьезный удар, но мечта о большой сцене оказалась сильнее обиды. К счастью для Хосока, его феноменальное чувство ритма и страсть к танцу вовремя заметили скауты тогда еще небольшой компании Big Hit Entertainment. Приняв его в качестве стажера,
агентство дало ему шанс раскроить свой потенциал не только в хореографии, но и в написании музыки. Пройдя через годы изнурительных тренировок, Чон Хасок превратился в Джей Хоупа, двигатель и эмоциональное сердце BTS. Сегодня Джей Хоуп не только собирает стадионы с группой, но и собирает сотни тысяч зрителей на крупнейших мировых фестивалях в качестве сольного артиста. Сюмин из EXO. История Ким Мин Сока – это яркий пример того, как закрывшаяся дверь открывает путь к невероятному успеху. В 2008 году скромный юноша решил попробовать свои силы на открытом прослушивании в крупное агентство JYP Entertainment. Однако строгие судьи не разглядели в нем потенциал будущей суперзвезды и отправили домой с отказом. Любой другой на его месте мог бы оставить мысли о шоу-бизнесе, но Ким Мин Сок решил использовать эту неудачу как мотивацию. В том же году он собрал все силы и отправился на конкурс талантов, организованный конкурирующим гигантом ASM Entertainment. Там его чистый вокал, отличная координация и невероятное обаяние не остались незамеченными. Он занял второе место и сразу же получил контракт стажера. Спустя несколько лет упорной работы над собой он дебютировал под псевдонимом Сюмин в составе группы EXO. Бойс-бенд мгновенно стал феноменом третьего поколения кей-попа, продавая миллионы альбомов по всему миру и собирая полные стадионы. Сегодня Сюмин – артист с мировой известностью, а история его прослушивания в очередной раз напоминает, что отказ одного агентства может стать началом куда более великой истории. Феликс из Stray Kids. История Ли Феликса – это настоящая эмоциональная драма с счастливым финалом, за которой в прямом эфире следили сотни тысяч зрителей. Родившись и вырастая в Австралии, Феликс переехал в Южную Корею, практически не зная родного языка. Во время участия в реалити-шоу «Выживание» от компании JYP на молодого парня обрушилось огромное давление. Ему приходилось не только учить сложнейшие хореографии, но и на ходу осваивать корейский язык, чтобы читать рэп. В 8-м эпизоде проекта произошло то, чего боялись все фанаты. Продюсер Пак Чин Йон принял решение исключить Феликса из шоу, сославшись на то, что его корейский пока недостаточно хорош для профессиональной сцены. Это был крушительный удар для парня, преодолевшего тысячи километров ради мечты. Однако в финале шоу Пак Чин Йон пересмотрел свое решение и дал Феликсу второй шанс. За время проекта он заметно улучшил свои навыки, а его упорство, сценическая харизма и уникальный низкий голос убедили руководство, что он достоин дебюта. Сегодня его уникальный бас является визитной карточкой Stray Kids, а сам Феликс превратился в мирового амбассадора люксовых брендов и любимчика миллионов поклонников по всей планете. CL из 2NE1. История Ли Черин, известной всему миру как CL, это история об абсолютной дерзости, уверенности в себе и настоящем характере. С самого детства она точно знала, что хочет заниматься музыкой, и целеустремленно шла к своей цели. Девушка регулярно отправляла свои демозаписи в различные продюсерские центры, но ее заявки либо игнорировали, либо присылали стандартные отказы. В какой-то момент, поняв, что традиционные пути не работают, 15-летняя Черин решила взять судьбу в свои руки. Узнав, где находится офис компании YG Entertainment, она буквально пришла к зданию и стала поджидать генерального директора на улице. Увидев его выходящим из дверей, она не растерялась, подошла прямо к нему и лично вручила диск со своими треками. Такая невероятная смелость и уверенность в собственных силах заставили руководство прослушать запись. Оценив ее мощную подачу и уникальный стиль, агентство незамедлительно предложило ей контракт. В итоге CL стала лидером легендарной группы 2NE1, переписала историю корейского рэпа и стала первой сольной кей-поп-исполнительницей, попавшей в главный американский чарт Billboard Hot 100. Ее путь доказывает, если перед тобой закрывают двери, нужно просто пробить себе дорогу самостоятельно.